Глава 2131. Частная шахта. После того, как они сели в карету, фиолетовый дух дала указание, и возница тут же пришпорил черных дьявольских зверей, которые приводили карету в движение. В то же время на салоне вспыхнул красный свет, указывая на то, что ограничение было активировано. Внутри салона Хань Ли сказал: «Фиолетовый дух, есть некоторые вещи, о которых я не мог напрямую спросить Ланин, но я знаю, что у тебя есть какие-то силы в озере Голубого водопада. Я бы хотел, чтобы ты разузнала кое-какую информацию о местном дьявольском человеке по имени Ую. Я подозреваю, что он может быть». Фиолетовый дух выслушала просьбу Ханьли, и на ее лице постепенно появился намек на удивление. Несколько часов спустя Ханьли вернулся в гостиницу, в которой остановился. Он привлек много внимания в городе из-за своих экстравагантных покупок чужеродного дьявольского металла, но никакие силы не осмеливались посылать людей шпионить за ним, поскольку они знали, что он был существом поздней пространственной стадии закалки. В конце концов, чтобы шпионить за ним, нужно было послать кого-то, по крайней мере, с таким же уровнем развития, и ни одно могущественное существо такого калибра не захотело бы опуститься до чего-то подобного. На следующее утро Хань Ли снова вышел из гостиницы, чтобы присутствовать на назначенной встрече с Ую. Первоначально он был очень заинтересован в кристаллических бусинах из чужеродного дьявольского металла, и теперь, когда металл был потенциально связан с истинным светом 5 элементов инь-ян, он, естественно, был полон решимости заполучить его. Несмотря на то, что чужеродный дьявольский металл, предоставленный Ую, может не обязательно содержать какие-либо из этих таинственных кристаллических бусин, само их количество все еще наполняло Хань Ли предвкушением. Таким образом, он прибыл в тот же зал, который посетил день назад, и пара знакомых дьявольских существ тут же восторженно приветствовала его. «Пожалуйста, входите, старший Хань. Брат Ую ждет вас внутри». Хань Ли кивнул в ответ, прежде чем пройти в зал, и пара дьявольских существ быстро закрыла дверь, прежде чем осторожно встать на страже снаружи. В зале Хань Ли встретили Ую и его подчиненные. Ую не пытался скрыть своего восторга, когда он поднялся на ноги, прежде чем сделать приглашающий жест рукой в сторону Хань Ли. «Наконец-то ты здесь, брат Хань. Я ждал довольно долго. Я не прибыл позже оговоренного времени, так что вы, должно быть, пришли сюда раньше, уважаемый Даос Ую. Хорошо, хватит болтовни, давайте начнем сделку прямо сейчас. Я надеюсь, что ваш чужеродный дьявольский металл может удовлетворить меня». Хань Ли сразу же перешел к делу, как только сел. Его резкое поведение, скорее всего, вызвало бы недовольство у кого-либо еще, но Ую также очень хотел, чтобы сделка состоялась. Таким образом, он взмахнул рукавом по воздуху, чтобы выпустить несколько значков, и все они исчезли в окружающем пространстве. Вокруг них мгновенно появился световой барьер, после чего Ую перевернул руку, чтобы вызвать синий браслет для хранения. Вот весь чужеродный дьявольский металл. Пожалуйста, изучите все куски, чтобы увидеть, соответствуют ли они вашим стандартам, брат Хань. Затем он без колебаний бросил браслет Хань Ли. Хань Ли был довольно удивлен этим. Но ему быстро пришло в голову, что Ую, скорее всего, принял некоторые профилактические меры. Поэтому его не беспокоило, что Хань Ли не заплатит за чужеродный дьявольский металл. Хань Ли кивнул в ответ, поймав браслет для хранения, затем прижал его к колбу, прежде чем ввести в него свое духовное чувство. Ую просто молча смотрел, ожидая приговора Хань Ли. Примерно через 15 минут Хань Ли наконец открыл глаза, но выражение его лица не выдавало никаких эмоций. Выражение лица Ую слегка напряглось, когда он увидел это, но, к счастью, то, что Хань Ли сказал дальше, принесло ему большое облегчение. Это действительно все премиальные куски чужеродного дьявольского металла. «Вот дьявольские камни, о которых вы просили», — сказал Хань Ли, доставая черный браслет для хранения, а затем движением запястья бросил его Ую. Ую был в восторге, увидев это, и сразу же поймал браслет, прежде чем также вложить в него свой духовный смысл. Буквально через несколько мгновений он достал свое духовное чувство из браслета для хранения, а затем убрал его с довольным выражением лица. Затем он сложил кулак в знак приветствия Хань Ли и сказал: «Вы человек слова, уважаемый Даос Хань. Наша сделка завершена. В таком случае я ухожу», — сказал Хань Ли, спокойно поднимаясь на ноги. Конечно, я немедленно сниму ограничения. Ую не предпринял никаких усилий, чтобы удержать его, и он также встал, прежде чем поставить ручную печать, после чего световой барьер вокруг них разрушился с глухим стуком. Таким образом, Хань Ли начал уходить из зала, но как только он достиг входа, он внезапно остановился и повернулся к Ую. «Друг Даос Ую, не могли бы вы сказать мне, где вы получили этот чужеродный дьявольский металл? Я готов дать вам за эту информацию дополнительно еще 3 дьявольских камней от того количества, что я только что дал вам». Услышав это, сердце Ую дрогнуло, выражение его лица несколько раз менялось, но он не сразу ответил. Тем временем на лицах всех его дьявольских подчиненных появилось выражение жадности.
После долгой задумчивой паузы Ую подавил импульсивное желание принять предложение и отчаянно покачал головой. «Я ценю это предложение, но, к сожалению, я не могу вам об этом рассказать. Поэтому мне придется вам отказать». «Я понимаю». Хань Ли в последний раз многозначительно посмотрел на Ую, прежде чем уйти. Ую стоял на месте, слегка нахмурив брови от беспокойства. Хотя Хань Ли ничего не сказал, выражение его глаз поразило Ую неописуемым предчувствием. «Брат, если он хочет знать, откуда мы взяли этот чужеродный дьявольский металл, то почему бы нам просто не сказать ему, где находится наша личная шахта? Нас уже не будет, прежде чем он что-нибудь обнаружит. Мы теряем огромное количество дьявольских камней», — настаивала дьявольская женщина. «Это не так просто. У нас нет информации об этом человеке. Он действительно не из этого города, но если мы раскроем ему местонахождение частной шахты, он может разоблачить нас перед силами города. Хорошо, теперь, когда мы получили дьявольские камни, давайте разделимся и немедленно покинем город Голубого водопада. Как только мы выйдем из города, покиньте этот район по маршрутам, которые мы спланировали заранее. Как только мы будем в полной безопасности, мы воссоединимся в городе Львиного Утеса», — безжалостно сказал Ую. Его подчиненные, естественно, возражать не осмелились, и все ответили утвердительно. В этот момент Хань Ли уже мчался по улице в повозке, запряженной зверем. Он сидел в запряженной зверем карете, с возбужденным выражением лица рассматривал кусок чужеродного дьявольского металла и бормотал себе под нос: «Наконец-то я его нашел». В браслете для хранения, который он только что получил, было более 20 кусков чужеродного дьявольского металла, которые содержали таинственные кристаллические бусины. Это подтвердило мнение Хань Ли о том, что у Ю и его группы определенно есть то, что он искал. Если бы не тот факт, что их сделка произошла в очень густонаселенной части города Голубого водопадного, он бы захватил их силой и применил к ним технику поиска души, чтобы найти нужную ему информацию. Тем не менее, его не слишком беспокоила текущая ситуация. Во время транзакции он уже наложил духовные метки на Ую и его группу, поэтому он сможет выследить и схватить их, как только они попытаются покинуть город Голубого водопада. Имея это в виду, Хань Ли убрал кусок чужеродного дьявольского металла среди вспышки духовного света, затем подавил собственное волнение и закрыл глаза, чтобы медитировать. Время быстро пролетело, и через несколько часов он вернулся в гостиницу. Как только он вышел из кареты, его встретило довольно знакомое дьявольское существо в черной броне, и выражение его лица слегка изменилось, прежде чем он прошел мимо дьявольского существа и вошел в гостиницу. Тем временем на лице дьявола появился намек на восторг при виде Хань Ли, и он почтительно последовал за Хань Ли в гостиницу. Спустя несколько мгновений дьявол в черной броне почтительно передал осколок лазурного камня Хань Ли в уединенной комнате. Хань Ли принял осколок камня, прежде чем прижать его к своему лбу, чтобы осмотреть его содержимое, после чего его глаза начали слегка сужаться. Наконец, Хань Ли снял осколок камня со своего лба, затем потер руки, чтобы превратить его в порошок, и сказал: «Хорошо, теперь я все видел. Вернитесь и скажите своей госпоже, что я очень доволен ее работой». «Да, старший». «Я сейчас же ухожу», — сказала дьявольское существо в черных доспехах с почтительным поклоном, прежде чем выйти из комнаты. После его ухода на лице Хань Ли появилось холодное выражение, когда он пробормотал себе под нос: «Хе-хе, значит, он тайно построил частную шахту, а? В таком случае все имеет смысл». Дьявольское существо в черной броне было послано фиолетовым духом. Имея статус одной из учениц священного предка Лю Цзи, она имела значительное влияние в городе Голубого водопада и могла призывать многих подчиненных. Таким образом, для нее, естественно, было простой задачей исследовать происхождение существа на стадии пространственной закалки. Менее чем за день фиолетовый дух опознала его и собрала всю информацию о его частной шахте. На самом деле нередко можно было увидеть, как в городе Голубого водопада тайно раскапывали частные шахты. Частная шахта у Ю и его группы была открыта на жиле шахты довольно низкого калибра, и он был существом поздней пространственной стадии закалки, поэтому, хотя другие силы знали об этом, они не вмешались. Глава 2132. Новости. Как могло быть добыто столько первоклассного чужеродного дьявольского металла из низкокачественной шахты? Должны быть тут замешаны какие-то скрытые обстоятельства. Размышлял про себя Хань Ли. Имея это в виду, он больше не колебался и поставил ручную печать, закрыв глаза, чтобы активировать духовные метки чувств, которые он оставил на Ую и других. С его нынешними устрашающими способностями они, естественно, совершенно не могли ощутить, что он сделал. Вскоре после этого на лице Хань Ли появилось довольно странное выражение. Он чувствовал, что большая часть группы Ую уже покинула город Голубого водопада, но были две духовные метки, которые находились всего в нескольких километрах от него и медленно приближались к нему. Хань Ли, естественно, был очень удивлен, увидев это,
и выпустил свое духовное чувство из своей комнаты в направлении, где были расположены эти метки. Через несколько мгновений Хань Ли смог идентифицировать приближающийся дуэт как дьявольского мужчину и дьявольскую женщину. Мужчине на вид было за 30, а женщине около 20, и они казались парой. Благодаря духовному чувству Хань Ли он мог видеть, что они только что вышли из запряженной зверем повозки, и после краткого обсуждения они продолжили путь к гостинице, в которой остановился Хань Ли пешком. После краткого размышления Хань Ли быстро догадался, почему эта дьявольская пара делает это, и установил, что они, скорее всего, пришли сюда, чтобы увидеть его. Таким образом, он улыбнулся и отозвал свое духовное чувство, прежде чем ждать в своей комнате. И действительно, вскоре после этого за пределами комнаты, в которой он находился, появились две духовные метки. Тем не менее, двое из них, казалось, были довольно колеблющимися и не могли решить, как действовать дальше. Брови Хань Ли слегка нахмурились, а его губы несколько раз слегка задрожали. В следующее мгновение его голос резко раздался в ушах дьявольской парочки. «Раз вы уже здесь, почему бы вам не войти?» Услышав это, выражения лиц пары слегка изменились, и они обменялись взглядами, после чего дьявольский человек стиснул зубы и сказал: «Пошли. Старший Хань уже обнаружил нас, так что пути назад нет». Дьявольская женщина кивнула с кривой улыбкой после недолгого колебания, и, таким образом, они вдвоем вошли в комнату. Их сразу же приветствовал вид довольно маленького зала, и Хань Ли сидел на стуле внутри зала, оценивая их с равнодушным выражением лица. «Мы отдаем дань уважения старшему Ханю». Дьявольская пара поспешно поклонилась Хань Ли в унисон. «Не надо формальностей. Почему вы двое последовали за мной сюда? Вы хотите что-то обсудить со мной?» — спросил Хань Ли. «Твоя мудрость поистине непревзойдена, старший. Мы действительно хотим кое-что тебе сказать», — сказал дьявольский человек с льстивой улыбкой. «Тогда говори». «У меня много дел, так что у меня не так много времени, чтобы тратить его впустую», — подсказал Хань Ли. Услышав это, дьявольская пара обменялась еще одним взглядом, после чего дьявол набрался храбрости и сказал: «Старший Хань, ваше предыдущее предложение все еще в силе». «Предыдущее предложение». «А, вы говорите о том, что я сказал Ую, прежде чем уйти, верно?» «Конечно, вы двое заинтересованы в раскрытии информации мне?» — спокойно спросил Хань Ли. «Да. На самом деле мы знаем больше, чем Ую, о конкретном районе, где добывался чужеродный дьявольский металл, поскольку мы лично были там, когда добывали эту партию чужеродного дьявольского металла. Если вы готовы выдать нам обещанные дьявольские камни, мы были бы более чем счастливы раскрыть эту информацию вам, старший», — ликуя, ответил человек-дьявол. «Ую не знает, что вы пришли сюда, верно?» — спросил Хань Ли, вместо того, чтобы дать прямой ответ. «Действительно. Не то чтобы мы хотели сделать это за спиной Ую. Ую был тем, кто обидел нас первыми, чтобы свалить все на наши головы, если нас поймают. Они хотят, чтобы мы были их козлами отпущения, и если бы мы случайно не услышали, как они обсуждают это, мы все еще были бы в полном неведении. Кроме того, Ую собираешься разделить с нами лишь очень маленькую часть дьявольских камней, и мы, естественно, не хотим соглашаться на это после такого огромного риска», — возмущенно сказал дьявольский человек. «Меня не волнует, что происходит между вами и Ую. Если вы предоставите мне удовлетворительную информацию, я дам вам количество дьявольских камней, которые я обещал ранее», — бесстрастно сказал Хань Ли. «Спасибо, старший. Я уверен, что информация, которой мы располагаем, вас удовлетворит», — немедленно ответил дьявол в приподнятом настроении. «Хорошо, тогда давай», — подсказал Хань Ли. Эта партия чужеродного дьявольского металла была извлечена из первой частной шахты, которую мы открыли, и была обнаружена мной и моим спутником Даа. Однако она была найдена в самой глубокой части шахты в чрезвычайно уединенном месте, поэтому без надлежащего руководства очень трудно найти вход в эту область. Мы наткнулись на него только после того, как эксплуатировали шахту почти 100 лет. Точное местоположение. Таким образом, дьявол начал раскрывать информацию, которая у него была, и Хань Ли время от времени вмешивался, чтобы задать несколько уточняющих вопросов. После того, как дьявольская пара ответила на все его вопросы, Хань Ли кивнул с довольным выражением лица и сказал: «Информация, которую вы мне предоставили, избавит меня от многих проблем, поэтому я выдам вам дьявольские камни, которые я обещал. Однако, если я обнаружу, что информация, которую вы мне предоставили, является ложной, вас не будет в живых, чтобы потратить дьявольские камни. Есть ли что-нибудь, что вы хотели бы добавить?» Хань Ли холодно сказал, когда в его руке появился красный браслет для хранения, наполненный дьявольскими камнями. «Уверяю вас, старший, мы не посмеем лгать вам», — сказал дьявольский человек с льстивой улыбкой, взглянув на браслет для хранения в руке Хань Ли с оттенком тоски в глазах. «Хе-хе, я очень на это надеюсь».
«Хорошо, теперь вы можете идти», — сказал Хань Ли, щелкнув запястьем и бросив паре браслет для хранения. Дьявольский человек поймал браслет и тут же вложил в него свой духовный смысл. Обнаружив, что он был заполнен дьявольскими камнями, он немедленно отвесил восторженный поклон, прежде чем выйти из комнаты с женщиной, сказав: «Спасибо, старший. Мы больше не будем занимать ваше время». После этого пара прибыла в укромный переулок возле гостиницы, и женщина спросила: «Старший Хань дал нам обещанное количество дьявольских камней. Я не проверял ее тщательно, но это должно быть правильное количество. Судя по тому, насколько он был щедр, я уверен, что он не стал бы пытаться обмануть нас чем-то подобным. Я не думал, что он передаст через дьявольские камни так легко. Похоже, нам не придется использовать козыри, которые мы сейчас заготовили», — с возбужденным выражением лица ответил дьявол. Женщина была в восторге, услышав это, но затем на его лице появилось осторожное выражение. «Что нам делать дальше? Мы покинем город Голубого водопада в соответствии с маршрутом, который запланировал Ую. Мы определенно не можем больше оставаться в озере Голубого водопада, но мы также не можем идти по маршруту, который оговорил Ую. Нам придется идти в другом направлении. С этими дьявольскими камнями у нас не будет больше надобности подлизываться к ним услуги», — тотчас же ответил дьявольский человек, явно уже обдумав это дело. «Хорошо, мы сделаем, как ты говоришь», — согласилась женщина после недолгого колебания. Таким образом, они вдвоем остановили повозку, запряженную зверем, прежде чем отправиться к ближайшим городским воротам. Тем временем Хань Ли все еще сидел в своем кресле, обдумывая только что полученную информацию. Пока он слушал рассказ дьявола, он применил очень тонкую секретную технику. Эта секретная техника была не так эффективна, как техника поиска души, но она очень эффективна для определения того, говорит ли кто-то правду. В противном случае, с его осторожным характером, он никак не мог так легко отдать дьявольские камни. Пока информация, которую открыл ему дьявол, была правдивой, его не волновало, что некоторые детали были скрыты. Конечно, он выбрал этот путь, так как захват пары и использование на них техники поиска души могли привлечь внимание других высококлассных дьявольских существ, проживающих в гостинице, что было бы довольно хлопотно. Обдумав ситуацию еще некоторое время, Хань Ли внезапно поднялся на ноги и пробормотал себе под нос: «Да будет так, время имеет значение, поэтому я отпущу их и посещу частную шахту прямо сейчас». Глава 2133. Шахтные рабы. Таким образом, Хань Ли немедленно поднялся на ноги, вышел из гостиницы и остановил повозку, запряженную зверем. Он направился к определенным городским воротам. Частная шахта, естественно, находилась не на острове. На самом деле это было очень далеко, и даже при его скорости полета ему потребовалось бы несколько дней, чтобы добраться туда. 3 дня спустя Хань Ли летел по воздуху полосой лазурного света. Вместо озера с рябью внизу виднелась волнистая темно-зеленая горная цепь. Внезапно впереди появилась гора, прямая, как гигантский меч. Гора была более 100 000 футов в высоту и казалась чрезвычайно величественной. При виде горы на лице Хань Ли появилось приподнятое выражение, и он сразу же спустился к ней. Лазурный свет исчез, и Хань Ли приземлился на гигантский камень на вершине горы, затем закрыл глаза и выпустил свое огромное духовное чувство вниз. Через некоторое время он снова открыл глаза, прежде чем поставить ручную печать, и на его теле внезапно появилась серия желтых рун, после чего он внезапно исчез с вершины гигантской скалы. В следующее мгновение желтый свет вспыхнул глубоко внутри горы, и Хань Ли снова появился. Он огляделся в полумраке, и его брови слегка нахмурились, когда он провел рукавом по воздуху, чтобы выпустить шар белого света. Шар света поднялся и завис над его головой, и все вокруг него было освещено так ярко, как днем. Несмотря на то, что Хань Ли мог видеть все, используя свои способности духовного глаза, это, естественно, было гораздо удобнее. Только тогда Хань Ли обнаружил, что он находится в полуразрушенном шахтном туннеле, а каменные лица вокруг него испещрены ямами и неровностями. Он бросил взгляд вперед и обнаружил извилистый туннель, который вел вперед и, казалось, уходил глубже в недра горы. Хань Ли обвел взглядом окрестности, и его внимание привлек невзрачный кусок руды, встроенный в одну из каменных граней. Этот кусок руды имел очень низкую ценность, а его поверхность была изрешечена трещинами, так что никто не проявит к нему никакого интереса. Однако на лице Хань Ли появилась слабая улыбка, когда он оценил кусок руды, затем протянул руку и сделал движение захвата. Кусок руды был немедленно вырван из каменной стены. Затем Хань Ли сжал его пальцами, и он взорвался шаром желтого света. После того, как свет погас, в руке Хань Ли появился черный талисман, мерцающий слабым светом. Хе-хе, они довольно хитрые. Что ж, воспользуемся их полезной хитростью. Хань Ли усмехнулся, когда он провел своим духовным чувством над талисманом, затем спрятал его в рукав, прежде чем продолжить.
Шахтный туннель, в котором он находился, был очень длинным, и в нем было бесчисленное количество перекрестков, что делало его похожим на запутанную систему, похожую на паутину. Однако Хань Ли, казалось, точно знал, куда он шел, без колебаний делая один поворот за другим. Через некоторое время он уже прошел 5000 футов и, наконец, остановился на перекрестке. Там он осмотрел окрестности, потом вдруг указал на определенный угол перекрестка. Камень на углу взорвался, и появился еще один черный талисман. Хань Ли провел рукавом по воздуху, чтобы выпустить вспышку лазурного света, которая охватила черный талисман, прежде чем схватить его. Спрятав и этот черный талисман, Хань Ли пробрался в один из шахтных туннелей и продолжил свой путь. Было ясно, что эти талисманы имели определенный направляющий эффект, и Хань Ли смог использовать их, чтобы добраться до самой глубокой части шахты. Таким образом, благодаря обнаружению между талисманами, Хань Ли смог вытащить талисманы из различных частей шахтных туннелей через равные промежутки времени. Примерно через 8 часов он уже достиг очень глубокого места в шахте, и перекрестков становилось все меньше и меньше. Ямки на стенах также постепенно становились все менее и менее распространенными, а в конце их почти не осталось. Однако по осколкам руды, которые были разбросаны по земле, было видно, что качество руды здесь явно значительно улучшилось. Неудивительно, что шахтные рабы все еще не желали покидать этот шахтный туннель, хотя и знали, что уже отклонились от намеченного маршрута. Как только Хань Ли подумал об этом, его шаги внезапно остановились. Туннель впереди был завален бесчисленным количеством рыхлых камней, что указывало на то, что кто-то намеренно обрушил туннель. Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он продолжил движение, и белый шар света над его головой исчез, когда желтый свет вспыхнул на его теле, и он фазировался в скалы впереди, как будто не обладая материальной формой. Вскоре после этого Хань Ли прошел через обрушившуюся часть туннеля и оказался на другой стороне. Желтый свет, исходящий от его тела, исчез, и он начал осматривать свое окружение. В результате он обнаружил, что впереди все еще есть туннель, но этот был намного меньше и грубее, чем предыдущие, явно созданные не так давно. Затем взгляд Хань Ли был прикован к черно-белому осколку на земле, и он махнул рукой по воздуху, чтобы втянуть его в свою ладонь, прежде чем внимательно осмотреть его. Это действительно чужеродный дьявольский металл. Это то самое место, пробормотал Хань Ли, с ликующим выражением лица отбрасывая в сторону осколок чужеродного дьявольского металла. Сразу же после этого он закрыл глаза и высвободил свое огромное духовное чутье на пространство впереди. Некоторое время спустя Хань Ли снова открыл глаза, и на его лице появилось удивленное выражение, когда он пробормотал себе под нос. Кажется, там тоже есть люди. Удивительно, но они живы. Судя по их скромной базе развития, они должны быть шахтными рабами. Возможно, они могут быть мне полезны. Надо с ними поговорить. После этого он продолжил путь в темный туннель впереди. Вскоре после этого он прибыл в небольшую пещеру, которую недавно раскопали, и там стояли на земле трое темнокожих дьявольских рабов в изодранной одежде с ужасом на лицах. У этих 3 шахтных рабов на головах было по паре рогов, и было ясно, что они принадлежат к одной расе. «Значит, вы говорите, что всех, кроме вас троих, убили?» — спросил Хань Ли со спокойным выражением лица. Один из шахтных рабов вздрогнул и поспешно ответил. «Да, старший. Мы были очень бдительны и заранее отделились от группы, чтобы спрятаться здесь. Иначе мы, скорее всего, тоже были бы мертвы. Полагаю, вполне ожидаемо, что они попытались заставить вас замолчать. Я предполагаю, что весь чужеродный дьявольский металл здесь был добыт вами и вашими коллегами-шахтерами, верно?» — спросил Хань Ли. Шахтные рабы не знали, почему Хань Ли задает этот вопрос, но они могли только ответить. «Правильно, старший. Хорошо, у меня есть несколько вопросов. Если вы сможете дать удовлетворительные ответы, я смогу вас спасти. В противном случае вы в конечном итоге умрете от голода в этом обрушившемся шахтном туннеле», — сказал Хань Ли. «Пока вы готовы спасти нас, мы обязательно расскажем вам все, что знаем, старший». Немедленно ответил один из шахтных рабов, и 2 его товарищей тоже были в восторге, услышав это. Во-первых, когда вы обнаружили чужеродный дьявольский металл? Во-вторых, скажите мне, было ли что-то ненормальное в процессе добычи? Спросил Хань Ли. Мы обнаружили здесь чужеродный дьявольский металл более 2 месяцев назад. В то время нас было более 100 человек, но почва здесь была твердой, как железо, поэтому нам потребовалось очень много времени, чтобы добыть весь чужеродный дьявольский металл. Что касается процесса добычи, то ближе к концу что-то действительно произошло. Несколько наших товарищей внезапно рухнули на землю во время копания и обратились в прах прямо у всех на глазах, ответил шахтный раб, и в нем промелькнул намек на пугающее воспоминание. Было что-то вроде этого. Хань Ли поднял бровь и указал пальцем на черный камень на земле неподалеку.
Зеленая нить вылетела из кончика его пальца среди вспышки зеленого света, мгновенно пронзив скалу, прежде чем полететь обратно к нему. В следующее мгновение камень превратился в груду серого порошка. Трое шахтных рабов пришли в ужас, увидев это, а тот, что посередине, поспешно закричал. Именно то же самое случилось с нашими товарищами. Хань Ли кивнул в ответ, прежде чем спросить. Разве ваше начальство не прислало кого-нибудь для расследования инцидента? Кто-то действительно приходил расследовать, но они не обнаружили там ничего ненормального, и ничего не случилось с людьми, которые там добывали после инцидента. Все равно мы ничего не стоим в их глазах, криво усмехнулся шахтный раб посередине. Значит, ненормальное происшествие имело место только один раз, прежде чем остановилось, да? Нет, старший. Позднее тоже произошло немало печальных случаев. Тогда тоже погибло немало наших товарищей, пробормотал шахтный раб и тяжело вздохнул. Было ясно, что многие из этих жутких смертей он видел лично. Хань Ли смотрел на них и безо всяких магических ухищрений видел, что он не лжет. Значит, позднее тоже случались трагедии. Это довольно интересно. Вы позже укажите мне место, где произошли инциденты, проинструктировал Хань Ли. Да, старший. Для нас большая честь помочь вам, старший. С готовностью ответили несчастные шахтные рабы хором. Все трое шахтных рабов, естественно, не осмелились возражать, на все вопросы они отвечали почтительно и старались выдать максимум информации. Несчастные хотели изо всех сил спасти свои жизни. И Хань Ли их отлично понимал. Хорошо, у меня есть последний вопрос. Скажите мне, действительно ли весь чужеродный дьявольский металл в этом районе был добыт? Спросил Хань Ли с серьезным выражением лица. Глава 2134. Магнитный световой зверь. Вопрос Хань Ли явно стал большой неожиданностью для трех шахтных рабов, и они обменялись несколькими взглядами, прежде чем два оставшихся шахтных раба снова посмотрели на среднего шахтного раба. Выражение лица этого раба менялось несколько раз, и он знал, что больше не сможет скрывать их секреты. Таким образом, на его лице появилась кривая улыбка, когда он ответил. Изначально весь чужеродный дьявольский металл в этой области уже был добыт, но в течение последних нескольких дней мы были здесь в ловушке. Мы наткнулись на другую область, заполненную чужеродным дьявольским металлом, пытаясь вырыть отсюда туннель. Однако мы втроем, естественно, не смогли откопать эту область, поэтому мы могли только заделать ее грязью скалы на данный момент. Если вам интересно, мы можем показать вам это. Понятно. Я предполагаю, что Ую и другие либо не знали об этом, либо не осмелились больше откладывать и решили покинуть этот район. В любом случае, я выиграю от этого. Перед этим сначала покажи мне, где произошли инциденты, проинструктировал Хан Ли. Да, старший. Шахтер посередине посчитал эту просьбу довольно странной, но он, естественно, не осмелился отказываться. Таким образом, три шахтных раба беспокойно поднялись на ноги, прежде чем двинуться вперед. Примерно через час Хань Ли увидел место происшествий. Это был новый участок шахты, который обнаружили три шахтных раба. «Ваша информация оказалась очень полезной, поэтому я помогу вам выйти», сказал Хань Ли с довольным выражением лица, когда он провел рукавом по воздуху, высвободив бескрайнее пространство лазурного света. Лазурный свет вспыхнул перед глазами трех шахтных рабов, и их окружение внезапно изменилось, после чего они снова оказались перед разрушенной частью шахтного туннеля. После этого пространственные колебания вспыхнули рядом с ними, и Хань Ли появился поблизости. Трое шахтных рабов были в восторге и испугались, увидев это, поскольку не знали, сдержит ли Хань Ли свое обещание. Хань Ли не обратил внимания на троих из них, он поднял руку к завалу впереди. В следующее мгновение из его луча появился шар золотого света. Ладонь затем превратилась в ослепительный столб света, пронесшийся в воздухе. Раздался глухой удар, когда порыв палящего ветра пронесся по местности, и образовался туннель диаметром около 10 футов, который разметал массивную груду рыхлых камней. Край туннеля раскалился до красна, но затем он быстро остыл и снова стал черным. «Вы можете выбраться из этого места через этот туннель», сказал Хань Ли троице шахтных рабов, прежде чем исчезнуть на месте призрачным образом. Рабы были вне себя от радости, увидев это, и все они почтительно поклонились тому месту, где только что исчез Хань Ли, прежде чем войти в туннель один за другим. Край туннеля все еще был очень горячим, но трое из них стиснули зубы и, несмотря на это, двинулись вперед. К этому моменту Хань Ли уже вернулся на место происшествия и вытащил несколько струй зеленой ци из близлежащей земли. После этого он осторожно поместил зеленую ци в небольшой пузырек, прежде чем снова прибыть в скрытый туннель шахты. Зеленая ци, естественно, была зловещей инци, но все рабы шахты, которые действовали как ее хозяева, были убиты, поэтому зловещая инци снова скрылась под землей и больше не причиняла вреда шахтным рабам.
К счастью, Ую и другие были слишком зациклены на добыче чужеродного дьявольского металла, чтобы тщательно исследовать это место. В противном случае, если бы они обнаружили здесь зловещую Инцы, возможно, последовал бы другой поворот в этой истории. Что касается этого нового шахтного туннеля, то на самом деле он находился всего в сотне футов от первоначального шахтного туннеля. Согласно местам, где просочилась зловещая Инцы, Хань Ли пришел к выводу, что если здесь и можно найти какой-нибудь истинный свет 5 элементов инь-ян, то он, скорее всего, находится под этим новым туннелем шахты. Таким образом, он немедленно вернулся в этот туннель после того, как отпустил 3 шахтных рабов, а затем провел рукавом по воздуху, выпустив около дюжины шаров лазурного света. Затем шары света трансформировались в серию лазурных обезьяньих марионеток, каждая из которых была около 10 футов высотой и испускала холодную ауру. Хань Ли дал указание этим марионеткам через свое духовное чутье, и они немедленно вошли в туннель шахты, чтобы добыть там чужеродный дьявольский металл. После этого Хань Ли задумался над ситуацией, а через мгновение он выпустил из рукава маленького золотого зверя. Это был никто иной, как леопардовый зверь Кирин, и он явно дремал в браслете духовного зверя. Как только он появился, он дезориентированно и очаровательно открыл свои мутные глаза. Хань Ли это очень позабавило, и он проинструктировал: «Смотри и не позволяй посторонним входить сюда». После этого из его тела вспыхнул желтый свет, и он погрузился прямо в землю. Только тогда леопардовый зверь Кирин полностью осознал ситуацию и тут же прыгнул на землю. Он прочно встал на ноги, чтобы стоять на страже, а также наблюдать за марионетками лазурных обезьян. Все марионетки лазурных обезьян обладали силой стадии формирования ядра, что позволяло им легко пробираться сквозь твердую почву и извлекать закопанные в ней куски чужеродного дьявольского металла. Чтобы полностью раскопать этот туннель, потребовались бы усилия около сотни шахтных рабов в течение месяца, но марионетки смогли сделать это менее чем за 6 часов. Таким образом, леопардовый зверь Кирин собрал весь чужеродный дьявольский металл в браслет для хранения, прежде чем ждать на месте вместе с лазурными обезьянами-марионетками. Примерно через 2 часа леопардовый зверь Кирин стал скучать. Он был очень нетерпеливым, и, когда он собирался прогуляться, весь туннель шахты внезапно сильно затрясся. Бесчисленные осколки скал катились с каменных стен, и казалось, что туннель вот-вот рухнет в любой момент. Леопардовый зверь Кирин слегка разволновался, увидев это, прежде чем сразу же разделился на несколько проекций, вылетевших в воздух. Все марионетки лазурной обезьяны были быстро уложены, а вслед за ними и проекции снова объединились в единое целое, прежде чем взлететь вверх полосой золотого света. В тот момент, когда леопардовый зверь Кирин улетел, туннель шахты, наконец, рухнул на фоне громкого грохота. Бесчисленные рыхлые камни рухнули, и весь туннель шахты был мгновенно заполнен. В этот момент гигантская мечеподобная гора на поверхности также сильно затряслась. Прежде чем рухнуть на землю, это был сокрушительный удар. Бесчисленные камни разного размера разлетелись во все стороны, и казалось, что конец света уже наступил. Раздался резкий вой, и золотая фигура вышла из бесчисленных скал, а затем поднялась в воздух, оказавшись леопардовым зверем Кирином. Зверь посмотрел сверху на рухнувшую гору, и в его глазах появился намек на беспокойство. Почти в тот же момент раздался взрывной удар, похожий на раскат грома, и бесчисленные камни взорвались и взлетели в небеса из места, где когда-то стояла гигантская гора. Это выглядело как извержение подземного вулкана. Леопардовый зверь Кирин был весьма поражен, увидев это, и быстро взмахнул лапой по воздуху, выпустив серию золотых когтей, которые уничтожили все летящие к нему камни. Внезапно снизу раздался протяжный крик, похожий на рев дракона, и из-под земли внезапно вырвалась проекция лазурного меча высотой более 100 футов. Все камни на его пути были мгновенно разрушены, и Хань Ли появился в воздухе во вспышке лазурного света. Его лицо было слегка бледным. Он в одной руке держал зеленый камень размером с кулак, который был окутан шаром зеленого света, а в другой руке гигантский мерцающий золотой меч размером около 10 футов в длину. Леопардовый зверь Кирин был в восторге от его встречи и тут же прыгнул к нему, нежно потерся своей пушистой головой о его ногу. Хань Ли повернулся и нежно потрепал леопардового зверя Кирина. Зверь улыбнулся, когда Хань Ли похлопал его по голове и сказал: «Осторожно, там внизу страшный зверь, которого нужно убить». В отличие от того, чтобы быть встревоженным этим, леопардовый зверь Кирин был в экстазе от перспективы сражения с сильным врагом. Золотые узоры появились по всему его телу, когда оно резко увеличилось в размерах на фоне громкого рева, мгновенно превратившись в гигантского золотого зверя, которое было несколько десятков футов в длину. Несколько яростных криков раздалось внизу, после чего земля сильно задрожала, и внезапно появился желтый монстр. У монстра было около дюжины сложных глаз на макушке, и все эти глаза злобно смотрели на Хань Ли. Мало того, что чудовище было массивным, как гора, его желтая кожа была усеяна камнями разного цвета и размера, некоторые из которых были чрезвычайно дорогими драгоценными камнями. Это магнитный световой зверь. Я слышал об этом типе зверя раньше, но никогда не думал, что увижу его здесь.
Похоже, я должен поблагодарить этого зверя за этот кусочек истинного света 5 элементов инь-ян, который я только что нашел. Этот зверь был с этим элементом истинного света 5 элементов инь-ян, поэтому он должен обладать некоторой силой истинного света. Если я смогу захватить и усовершенствовать его, у меня должно быть достаточно материалов, чтобы усовершенствовать еще одну экстремальную гору, пробормотал Хань Ли. Он с улыбкой взглянул на гигантского зверя внизу, затем на светящийся зеленый камень в своей руке. В этот момент гигантский зверь издал еще один яростный рев и злобно взмахнул парой своих массивных рук. Глава 2135. Битва со зверем. Пара огромных рук расплылась в тумане. Они пронеслись в воздухе, посылая серию белых ударных волн прямо в сторону Хань Ли. Хань Ли просто перевернул руку, оставаясь на месте, и небольшая черная гора появилась перед ним посреди вспышки серого света. Гора была размером в несколько десятков футов, и это была не что иное, как гора экстремальной сущности. Белые ударные волны ударили в гору среди череды громких ударов, но маленькая черная гора оставалась совершенно непоколебимой и неподвижной. Тем временем леопардовый зверь Кирин прыгнул вперед, разделившись примерно на дюжину идентичных проекций, которые злобно набросились на магнитного светового зверя. Проекции появились повсюду вокруг гигантского зверя, прежде чем взмахнуть лапами по воздуху, посылая бесчисленные проекции когтей, врезавшиеся в тело массивного зверя. Бесчисленные шары золотого света взорвались по всему гигантскому телу зверя, и некоторые камни его шкуры были выбиты, но сам зверь остался совершенно невредимым. Однако его взбесили провокационные атаки леопардового зверя Кирин, и он мгновенно переключил свое внимание на проекции вокруг себя. Внезапно дюжина или около того столбов пятицветного света вырвался из его сложных глаз, прежде чем мгновенно окутать окружающие его золотые проекции зверя. Все проекции леопардового зверя Кирин были полностью обездвижены столбами пятицветного света, и они даже не могли моргнуть веком. В следующее мгновение яростное выражение появилось на лице гигантского зверя, и столбы пятицветного света вращались на месте, и проекции леопардового зверя Кирин внутри них были мгновенно разрезаны на бесчисленные части, как будто на них нападали бесчисленные острые лезвия. Однако все проекции просто исчезли, не пролив ни единой капли крови, что ясно указывает на то, что ни одно из них не было истинным телом леопардового зверя Кирин. Магнитный световой зверь явно также осознал это, и его ярость стала еще более обостренной, поскольку пятицветные столбы света, вырывающиеся из его сложных глаз, стали толще, прежде чем яростно пронеслись через окружающее пространство. Внезапно возник один из столпов света, и леопардовый зверь Кирин был вынужден споткнуться. Гигантское чудовище было в восторге от этого и немедленно сфокусировал все столбы света на леопардовом звере Кирин. Столпы света объединились в один, чтобы сформировать чрезвычайно толстый столб света, который устремился прямо на леопардового зверя Кирин. Леопардовый зверь Кирин был очень встревожен этим и попытался скрыться с места происшествия, но пространство вокруг него стало твердым, как железо и сталь, что сделало его неспособным убежать за короткое время. Толстый столб света собирался окутать его тело, и он начал паниковать, поспешно взывая о помощи. В этот критический момент голос Хань Ли раздался сверху. «Хм. А теперь ты знаешь, чего нужно бояться. Даже я был застигнут врасплох и почти ранен этой штукой. Ты все еще не ровнее ему в этом месте». Как только его голос затих, проекция золотого меча была уже на высоте более 1000 футов. Сверкнувшая лента пронеслась по воздуху, чтобы рассечь золотой столб света посередине. Леопардовый зверь Кирин был мгновенно освобожден и немедленно прыгнул на Хань Ли в виде золотой тени. После всего этого, через несколько вспышек, он появился рядом с Хань Ли с удрученным выражением лица. Хань Ли держал в одной руке огромный золотой меч, а в другой зеленый камень, и успокаивающе улыбнулся жалкому леопардовому зверю Кирин. Однако, прежде чем он успел что-то сказать, магнитный световой зверь внезапно пришел в ярость. Еще около дюжины столбов пятицветного света вырвались из его сложных глаз, также камни по всему телу яростно засияли. Они рухнули на Хань Ли, как метеоритный дождь. Они были совершенно крошечными по сравнению с огромным телом магнитного светового зверя, но даже самые маленькие были размером с человеческие головы, а самые большие были размером с дом, так что это была очень грозная буря. Однако выражение лица Хань Ли осталось совершенно неизменным, когда он увидел это, и он быстро убрал гигантский золотой меч подальше, прежде чем неторопливо указать пальцем на маленькую черную гору перед собой. Внезапно на поверхности горы вспыхнуло несколько серебряных рун, и она увеличилась до нескольких тысяч футов в размере, прикрывая как Хань Ли, так и леопардового зверя Кирин за ним. Пятицветные столбы света и бури из камней были все сдержаны серым светом, испускаемым черной горой, и Хань Ли глубоко вздохнул, прежде чем открыть рот, чтобы выпустить шар лазурной ци, который исчез в горе в мгновение ика. В следующее мгновение со всей горы раздался громкий жужжащий звук, и волны серого света начали бешено вырываться из нее, образуя гигантский ореол диаметром около 500 метров. Ореол был чрезвычайно плотным и спускался вниз, как материальный объект.
Он делал это совершенно бесшумно, но испускаемая им аура была чрезвычайно устрашающей, и весь воздух вокруг него быстро рассеивался. В результате даже небо в радиусе 5 километров потускнело. Гора экстремального плавления сущностью принципиально не изменилась, но по мере того, как база Ханьли становилась все более и более мощной, сама гора также стала более грозной. Магнитный световой зверь поспешно атаковал гигантский ореол своими сложными глазами и камнями на теле. Но все было безрезультатно, и, наконец, в его глазах появился намек на страх. Казалось, он осознал, что находится в ужасной ситуации, и внезапно издал громкий рев, прежде чем упасть на землю. Сразу после этого пятицветный свет закрутился над его телом, и оно внезапно начало становиться прозрачным, как если бы оно превращалось в полупрозрачный кристалл. В самом центре кристалла находился массивный шар зеленого света, внутри которого находился зеленый камень, очень похожий на тот, что был в руке Ханли, за исключением того, что этот был во много раз больше и намного легче в цвете. Он собирается вступить в последнюю битву. Это была бы хорошая возможность увидеть, какой из легендарных 5 элементалей инь-ян истинного света и мой божественный свет, смешанный с эссенцией, сильнее. Ханли пробормотал про себя, когда в его глазах появился возбужденный блеск. После этого по его велению из Черной горы вырвалось еще больше серого света, и серый ореол снова резко расширился, чтобы охватить практически все небо. Как раз в тот момент, когда вокруг находился массивный ореол, который готов был спуститься на магнитного светового зверя, гигантский зверь свернулся клубочком, и шар пронзительного пятицветного света вырвался из зеленого камня внутри его тела. Сквозь полупрозрачное тело гигантского зверя свет был увеличен более чем в 100 раз, образуя ослепительный световой диск, который был не меньше серого ореола, и он поднялся в воздух с резким визгом. В следующее мгновение раздался сокрушительный удар, когда два гигантских объекта столкнулись, посылая ударные волны во всех направлениях. В то же время бесчисленные серые нити взорвались в воздухе среди ударных волн, и ореол и диск исчезли в мгновение ока. Хань Ли был весьма ошеломлен, увидев при этом, что магнитный световой зверь был только на средней стадии интеграции тела, но атака, проявленная его истинным светом 5 элементов инь-ян, была способна соответствовать силе его света, смешанного с божественной сущностью. Это означало, что даже если отбросить способность 5 элементалей инь-ян истинный свет сливаться со всеми боевыми искусствами и способностями, он все равно будет более могущественным, чем свет, слившийся с божественной сущностью, как чистое оружие. Неудивительно, что метод улучшения горы 5 элементов инь-ян является самой сложной процедурой из тех, что знал Хань Ли. Имея это в виду, Хан Ли был еще более полон решимости убить этого зверя. Во вспышке золотого света он немедленно сделал ручную печать, с которой он превратился в гигантскую золотую обезьяну, которая была более 1000 футов высотой. Затем он сделал захватывающее движение, и черная гора перед ним быстро уменьшилась до чуть более 100 футов в размере, прежде чем попасть в его пушистую хватку. Затем он издал громовой рев, и проекция истинного дьявола происхождения также появилась позади него. 3 идентичных лица проекции были совершенно невыразительными, и на каждом из них появился чернильно-черный демонический глаз в его глобеле. Этот глаз медленно открылся и внимательно рассмотрел гигантского зверя внизу. Внезапно из демонических глаз в унисон вырвались 3 тонкие черные нити, которые мгновенно превратились в столбы черного света толщиной с человеческую руку, а затем исчезли во вспышке. Почти в тот же момент Хан Ли злобно швырнул черную гору вниз, и она также исчезла из-за взрывного удара. В следующее мгновение пространственные колебания вспыхнули в воздухе в нескольких десятках футов над магнитным световым зверем, и 3 столпа черного света вспыхнули в унисон. Маленькая черная гора также внезапно появилась в другом направлении, прежде чем броситься к зверю в виде шара черного света. Магнитный световой зверь, естественно, был очень встревожен этим. Он быстро решил прибегнуть к уже известной технике. Он снова свернулся в шар, а зеленый камень в его теле загорелся еще большим сиянием. Издалека казалось, будто из его тела медленно поднимается мерцающее пятицветное солнце. Это зрелище было сколь завораживающим, столь и смертельно опасным. Хань Ли это отлично осознавал. Неистовые колебания энергии были выпущены пятицветным солнцем, и волна невероятной силы вырвалась из него в безумии.